Здравствуйте, дорогие зрители, и добро пожаловать на наш канал о деревенской жизни. И в этом видео вы увидите, для чего нам этот мусор, что мы сделаем из старого детского велосипеда, а также подарим вторую жизнь старой советской электрокофеварки, ну и по многочисленным просьбам покажем наш не супер, но наш огород. Для первой поделки нам понадобится одно старое ведро, можно треснутое, можно с дыркой, как у нас. Главное, чтобы сохранялась характерная форма, конусообразная. Затем несколько совочков цемента. И несколько старых тряпок или обрезок рубахи. Затем берем нашу тряпочку и тщательно со всех сторон обмакиваем в этот цемент, чтобы наша тряпка очень хорошо пропиталась цементом. Вот так, хорошо со всех сторон. Достаем нашу тряпочку и аккуратно вымащиваем вокруг нашего ведра. Вот так вот, равномерно. Наверное, вы догадались, что мы делаем имитацию старого такого древнего пенька. А поскольку наш пень очень старый, будет хорошо, если мы сделаем побольше таких характерных складочек. Можем делать их как вертикально, так и горизонтально. Еще у нас осталось два кусочка тряпки и немного цемента. Мы тоже эти тряпки хорошо смочим в цементе и вымостим такие два красивых как бы корня, потому что на каждом дереве есть корни, и на пеньке они тоже сохранятся. Ну что, наш пенек с корнями уже готов. Оставляем его высыхать примерно на сутки. А пока давайте покажу, как уже у нас расцвели хосты. Кстати, первый раз за 3 года. И да, не забудьте сразу же после работы вымыть перчатки от цемента, а то будет как в том фильме. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. Вот такие начали цвести у нас хосты. Очень красиво смотрится белое со светло-зеленым, салатовым. Интересные цветки, и нам очень понравились. Наша с вами задача подарить вторую жизнь этому старому советскому кофейнику. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем. Включается он вот с помощью такого шнура. Я проверяла, кофейник рабочий, поэтому экспериментировать не будем. Ну и здесь такая вот крышечка. Кстати, вот мне все нравится, что компактно. Можно все разобрать по деталькам. Сейчас мы это все будем мыть. Так, имеем еще. Оп. Сюда по ходу засыпается кофе, заливается водичкой, и уже здесь заваривается кофе. Принцип работы его понятен. Приступим к его реставрации. Здесь есть такой крантик, как в самоваре. Открываешь, закрываешь, и в чашечку набирается кофе. И начнем с его раскручивания. Тоже. Оп. О. И попробуем еще открутить вот эту часть. Так выглядит нагревательная система электрокофейника. Она без повреждений.
Приступаю к мойке всех деталей, используя средства против жира и накипи. Также здесь хорошо сохранилась выгравированная надпись, на которой можно увидеть стоимость и год выпуска электрокофеварки. После тщательного очищения моющим средством все детали хорошо промываю водой. Наш пенечек уже подсох, поэтому мы отделяем его от пленки и берем наждачку и пошкурим. Уберем заусеницы и мелкие неровности. Чтобы наш пенечек не рассыпался через 2 дня, его необходимо хорошо пройти пропиточным лаком. У нас есть 2 цвета: ореховое дерево и белый. Вначале мы проходим ореховое дерево хорошо со всех сторон и даем высохнуть. Этот слой лака уже высох. Теперь мы берем белый пропиточный лак, губкой смачиваем и проходим все выпуклые части нашего пенька. Так, понемножечку. Вот такой получился аккуратный пенечек. Думаю, подобная поделка послужит хорошим украшением любой клумбы или палисадника. В общем, мы тут чайник ремонтируем, а на нас сыпятся шкорки, скорлупки, все на свете. А это белка над нами сидит и грызет орех. А сейчас самое время собрать все детальки кофеварки на место и ничего не перепутать. А здесь я засыпаю в чайник немного лимонной кислоты, заливаю ее водой и ставлю кипятить. Единственный минус, я думаю, мы это откорректируем. Здесь из носика подтекает водичка. Нужно будет подставлять кружечку или блюдце. Так, процесс закипания увеличивается. О, вот это гейзер бушует. Оп. Для следующей дачной поделки нам понадобится несколько бревнышек разного диаметра. Так, одно бревно, второе, сейчас поищем третье, и наша, хоть и замученная, но надежная электропила. Еще хотел с вами поделиться одним лайфхаком. Бывает, что мы пилим дрова, а придержать его некому, и мы сами дома. Поэтому можем взять такой ремень, одеть его и зафиксировать. И наше бревнышко никуда не денется и будет надежно держаться.
Вот такие получились у нас обрезки. Сейчас я их выложу, покрашу разными красками и соберу какое-то животное. А пока я буду собирать, вы попробуйте догадаться, что это за животное будет. Вот такой получился, надеюсь, милый совенок. Сейчас мы ему прикрепим еще одну такую бровь. Вот так. И прикрепим где-нибудь на дерево, и будет радовать наш глаз. Многие нам писали и просили показать наш огород. Какие грядки, какой урожай и так далее. Поэтому мы сегодня с Викочкой проведем вам маленькую экскурсию и покажем, что у нас выросло, а чего хотелось бы больше. Вика как раз работает сейчас на помидорах. Пойдемте посмотрим, что она там делает. Хотя Викочка на парикмахера не училась, но стрижет отменно. Со мной справилась, как видите, очень хорошо. А теперь взялась за помидоры. Так, Викулечка, что ты тут делаешь? Это наша грядка с помидорами. И я подрезаю на кустиках нижние листья. Таким образом, влага переходит не к нижним листьям, а непосредственно на плоды, что сделает их более устойчивыми к засухе. На этом небольшом участке у нас был чеснок. Мы его уже выкопали. Вставим видео немножко дальше. Там клубничка еще, вот мы только посадили. Зелень, петрушка, молодой лучок. Вот мы постоянно рвем на салатике. А здесь была целая плантация салата. Ну, уже сезон вышел, Рома уже убрал остатки. Так, ну и здесь же, на этом участке, вот 3 ряда морковки и 3 ряда свеклы. Кто называет свекла, кто называет буряк. Ну, вы понимаете, о чем мы. И это 3-й участок. Здесь должна была расти только капуста. Но альфочка была маленькая и вытоптала несколько кустиков рассады с капустой. А у меня оставалась рассада с помидорами, поэтому здесь такое вот ассорти: помидоры и капуста. Как вы видите, завязались хорошие качаны, но им тут совсем живется непросто. Если посмотреть на куст рядом, немножко мы прозевали пару дней и резко налетели или наползли гусеницы и съели много вот листиков. Викочка сегодня уже побрызгала, гусениц нет, но теперь будем стараться лучше за ними ухаживать. Сейчас мы с вами идем на поле, где мы уже выбрали нашу картошку. Покажем, какой урожай кукурузы у нас в этом году.
А вот здесь кукурузу мы высадили вдоль тропинки. Собрали много качанчиков. Они, правда, были не совсем такими большими, но маленькие и вкусные были. Много кукурузы мы уже собрали и скушали, но ее здесь еще немало осталось. Вот, например, вот качанчик. Давай покажем. Сорвем на вечер. Сварим кукурузу. Вот такая вот кукурузка. Хорошая, да? Да, Это урожай. сладкая бондюэль, или как-то она Ну, называется. какая-то, да, бондюэль. Сладкая, сахарная. Некоторые качанчики уже высохли, но мы их все равно соберем, как бы посушим зерно, зернышки. Может быть, курочек заведем в следующем году. Мы и в этом году хотели, но не успели курятник доремонтировать. Это наш ужин на сегодня. Вот. Так, сейчас еще один качанчик там увидела, сорву и пойдем дальше. А вот здесь мы еще можем с вами увидеть, что кто-то раньше нас приходил, наверное, фазаны. Вот, и кто-то раньше нас пообедал нашей кукурузой. Ну ничего, приятного им аппетита нам тоже хватит. О, кукурузка. Какая красивая. Да. Попробуем. Солькой очень вкусно. Давай я ближе покажу немножко кукурузу. Вот такая красивая. Это, наверное, бондюэль, вот это сладкое. Угу. Ну, качанчики уже меньше размером, но все так же вкусные. Да, ну приятного всем аппетита, кто тоже кушает. Вкуснотень. Ну, а здесь у нас несколько кустиков мы пересадили ремонтантной малины. Она уже дает урожай второй раз в этом году. Ну, крупная, сладющая, просто супер. Надеемся на следующий год немножко больше ее рассадить. Сейчас мы переходим к обзору нашего винограда. Это вообще в этом году боль нашего сердца. Прошло несколько таких термоядерных дождей, и просто листья посохли, ягодки вообще просто все в пятнышке. Сейчас покажу, что с ними произошло. Вот такой виноград. Не знаем, что это за болезнь. Такое бело-коричневые пятна и много сухих листьев. Очень жалко. Не знаем, дозреет, не дозреет. Но будем надеяться, что хоть немножко покушаем. Ну, а здесь, за моей спиной, и вот тут рядом, находится винный виноград. И это вообще просто, он весь пропал. Мы рассчитывали на хороший урожай, но в этом году урожая не будет винограда. Вот, если посмотреть, что с виноградом произошло, то это тоже, не знаю, какая-то болезнь или химикаты какие-то. Ну, кажется, даже его опасно и пробовать на вкус. Ну, а здесь, за моей спиной, находится у нас такая маленькая плантация наших арбузиков. Вот, мы понакрывали их сухой травой, чтобы они сильно не повяли. Многие арбузики уже, по всей вероятности, созрели. Мы не очень большие специалисты, но говорят, что если подсох тут такой маленький хвостик, значит арбуз уже спелый. Как видите, этот маленький хвостик, он уже сухой. Еще у нас желтый бочок, поэтому по всей вероятности, что и арбуз должен быть спелый. Мы его сейчас сорвем, нарежем и покажем, какой уже созрел. Семена были разными. Вот такой был сорт. И вот такой сорт. Но этот еще не поспел. Пусть еще полежит. Наш Пыжик будет помогать нам, наверное, арбузик кушать. Хотя он больше специалист по дынькам. Но арбузик, наверное, тоже одолеет, да? Пойдем. Да. Представляете, у нас дыньки растут. Они, правда, маленькие,
Не знаю, вырастут, не вырастут. И этот котик любит их погрызть. А вот, кстати, и дыньки. Ну что, пробуем нарезать? Интересно, красный или еще зеленый? Но сейчас проверим. Ну, такой розовый, да? Сейчас будем пробовать, вкусно или нет. Дегустация. Сладющий, да? И сладкий, и в меру кисленький, так чуть-чуть. Но очень сладкий и сочный. Ну, кажется, даже немножко уже переспевший, да? Может. Мы успели. Да, но еще хороший. Еще на заднем дворе нашего дома мы нашли вот такой детский поломанный велосипед. Он весь покоцанный, ржавый. Поэтому мы сейчас его почистим. Конечно же, вместе соединим эти две части и попробуем сделать еще одну садовую поделку. Ну что, мы собрали наш маленький велосипедик, помыли его, пошлифовали, а теперь будем красить белой краской. Обычно пиццу готовят в печи, но мы сегодня будем готовить ее на костре. Поэтому мы его заранее распалили и приготовим хорошие угли. Для приготовления теста мне понадобится пол-литра однопроцентного кефира. В него я добавляю щепотку соли, а также пол чайной ложечки соды. Жду, когда появятся пузырьки, и тогда добавляю муку.
Тесто вымешиваю, оно должно получиться не тугим. Далее разделяю его на 3 части и раскатываю коржи. Нравится дело. Моя любимая теща научила меня делать вот такой классный домашний майонез. Для этого мы вбиваем одно яйцо. И добавляем 200 грамм масла рафинированного. Затем это хорошо взбиваем в блендере. Так, наш майонез уже сбился, но у него еще мало вкуса, поэтому мы добавим 1 столовую ложку уксуса, 1 чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. И также горчички по вкусу. И это еще раз хорошо взбиваем. Вот такой майонез получился у нас густенький. Пробуем. То, что нужно. Самый главный секрет майонеза, запомните, если вы еще не делали домашний, чем больше масла, тем гуще майонез. Чем больше масла, тем гуще майонез. Начинкой для пиццы у нас будет колбаска, сыр, майонез, который приготовил Роман, а также помидоры, зелень и малосольные огурцы. Тихо. Мало. Звуки, которые можете услышать на заднем плане, это дикие перепелки. Они как раз на нашем поле, не стесняясь нас, воруют нашу кукурузу. Раскатываю корж и перекладываю его на сковороду. Далее добавляю все ингредиенты для начинки. Вы знаете, самое главное условие самой вкусной пиццы. Меньше теста, а больше начинки. Теперь ждать. Но пока доготавливается наша вторая пицца, мы приготовим кофе на нашей раритетной кофеварке. Так, открываем крышечку, вытаскиваем все эти части, заливаем питьевую водичку. Я залью, половину этой колбочки, чуть меньше.
Чашечку для кофе установлю в наш гейзер. И сюда. Хоп. Есть. Насыпаем кофе. Я волнуюсь. Засыпаю заварной кофе. Вот так сделаем. Закрываем крышкой и подключаем к электричеству. Закипел наш кофе. Сейчас будем пробовать. Аромат. Можно посильнее сделать. Пицца получилась вкусной и сочной. Трудоneделя подошла к концу, но впереди нас ждет еще очень много работы. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!